сделали шаг вперед, на мой взгляд, на падающем рынке мы сумели вырасти. Хотел добавить к вчерашнему видео, в целом, тема смены работы. Иду, вот, пытаюсь поработать с камерой. Настроение отличное сегодня, вышел на пробежку, пробежал, прям настроение бодрое, кайфовое, как будто, я не знаю, покупался где-то в дофамине. Короче, настроение кайфец. Я иду на работу сегодня. Помимо всего остального, реально просто понимаю, что время идет, и надо что-то еще сделать. Интересно подумать о себе, заняться хобби своими, короче, покормить себя, свое духовное нутро, короче говоря, насладиться тем, что я делаю. Больше всего перед уходом я думал не о себе, а то, что будет со мной, там, как я буду строить свою жизнь и прочее, потому что здесь кажется, что все уже понятно. Больше я думал о команде, о том, что я их оставляю, как у них сложится судьба, чем они будут заниматься и прочее. А команда сейчас живет, кажется, что без перемен, никаких изменений нет. Ну, они не знают, по крайней мере, насколько мне известно. Вот. Либо некоторые догадываются о том, что я ухожу. Ну, так или иначе, наверное, сплетни есть, были и будут. Вот, от этого никак нельзя избавиться в социальной среде, в обществе. Вот. Ну ничего, можно смириться или использовать буддийский подход, просто не реагировать, забить хер на это и все. Так что ничего страшного, пусть говорят, что когда человек уходит, обычно тоже говорят не всегда хорошее. Но ничего страшного, неприятность эту мы переживем. Вот. Так что как-то так, я думаю, что команда все будет хорошо. Надеюсь, что костяк сохранится. Даже если новый человек приведет каких-то своих людей, ключевых людей у меня все-таки не будет. Ну, по крайней мере. Ну, не знаю, там уже его откуп, наверное, а не на мой. Так, ну что, день второй. Как чувствует себя руководитель в последние дни? Наверное, многие могут подумать, что они отдыхают уже, пьют коктейль на пляже, но если никого не секрет, я не очень люблю пляжи и в целом редко хожу в отпуск. Может быть, это проблема какая-то. То есть на 4-5 день мне уже хочется обратно на работу, хотелось, надеюсь, что-то поменяется, в этом что-то нет. На самом деле я смотрю на это с позитивом. Хорошо, у меня настроение бьет просто ключом, нет никакого уныния, грусти, только позитив, благодарность за все это есть, и руководству большое спасибо, и команде, и в целом за то, что дали такую возможность поработать. Мы фактически пересобрали там автокредитование, сделали шаг вперед, на мой взгляд, на падающем рынке мы сумели вырасти, поэтому как бы здесь только гордость и супер, просто супер. Было супер время. Вот поэтому я ухожу с позитивом. Кто-то знает, кто-то не знает. Так или иначе, в каком-то виде, наверное, эта информация просочится. Вот. Ну ничего, будем следить за развитием событий, так сказать. Самых интересных моментов в том, что обычно последние 2 недели они такие, наверное, не супер, как бы, прям интенсивные, да, но в моем случае это немного по-другому, потому что у меня есть несколько начальников управлений, и так сложилось, что они вот ушли все. Кто-то на 2 недели, кто-то на 1, так вот сложилось. Не планировал я, в принципе, уходить, вот, у них есть замы, конечно, все окей. Вот, но этого не было. Этого не было запланировано. Не знаю, как чувствуют себя руководители все в массовом виде, да, но я себя чувствую достаточно легко, просто позитивно. Вот, у меня полная энергия, наслаждаюсь, кайфую. Вот, шел сегодня, прям порхал как бабочка. Давно такого не было за последние несколько месяцев. Вот, прям супер себя чувствую. Еще и мы, конечно, расстаемся, но я как-то легко это расставание переживаю, потому что в целом никто не умирает. Я думаю, что с некоторыми еще точно будем пересекаться, с некоторыми я хотел бы еще поработать. Скорее всего, там буду приглашать, если такой случай появится. Ну, как минимум, будем поддерживать отношения, созвоны. Вот. Надеюсь, что для всей остальной команды я тоже был хорошим
другом, партнером, руководителем. Вот, ну, по крайней мере, я таким хотел быть. Я думаю, что ребята, ну, наверное, будет добро меня вспоминать. Так что, как бы, с этим вопросом все. Считаю, это супер успешный проект был, супер успешный. С точки зрения цифр, с точки зрения состава людей. Вот я прям классно работал, и прям цифры подтверждают это все. Можно прям посмотреть динамики 23, 24, 25, 26 год, то есть глобально 2 года, но я пришел там в июле 24, по-моему. Вот, и дальше, соответственно, степ-бай-степ, там можно прям динамику отследить. Вот, поэтому в этом плане все окей. В общем, что будет после моего ухода? Ну, сейчас покажу вам дорожную карту, открывайте, значит, глазки, садитесь удобно, чаечек берите, попкорн, может быть. Сейчас буду показывать, вот, ну, шутка, конечно, ничего у меня нет такого. Если короткий ответ, хз, не знаю, что и как и будет. Если чуть длинный ответ, скорее всего, структура немного изменится, вот, с точки зрения, что появится еще одна надстройка над директором департамента. По крайней мере, такой по консенсусу пока видится мне. Вот, хотел бы, чтобы вместо меня поняли внутреннего человека. Это Иван, руководитель продуктовой команды. В целом он готов, кажется, что он 100% должен затащить эту тему. Вот, тем более в такой вот конструкции. Вот я ему очень желаю, чтобы у него это получилось. Вот, так. В целом, добавить хотел, что у нас уже бэклог расписан для команды разработки, для команды продуктов, продажные планы, бюджетирование этого года, оно завершено. В этом плане, скорее всего, ничего меняться не будет, движение есть. Я думаю, что до середины следующего года задач у нас полно. Вот, а если совсем прям откровенно, мы написали 30 крупных задач, в которые мы хотели бы идти на горизонте 25-29, стратегия. Вот, я думаю, что глобально вот в эту историю там все будут идти, но она по мне прям на поверхности лежит, вот, не должно что-то поменяться, если какие-то иные силы не ворвутся вот в этот контент, а это тоже может быть. Так что посмотрим. Все, желаю всем успехов, всех люблю, всем пока.